Глава ЛНР поздравил Донецкую Народную Республику с годовщиной референдума. Совет ЕС рассмотрит безвиз для Украины. Лидеры Южной Кореи и Китая договорились вместе добиваться денуклеаризации полуострова. Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий поздравил жителей и главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко с государственным праздником Днем Республики. Обращение размещено на официальном сайте главы ЛНР. От имени братского народа Луганской Народной Республики и от себя лично поздравляю вас с Днем Донецкой Народной Республики, говорится в обращении. Глава ЛНР подчеркнул, что 11 мая 2014 года навсегда войдет в историю ДНР, цитата, как символ сплоченности и единства народа, так как именно в этот день жители этого региона единодушно стали на защиту своей родной земли. По мнению Плотницкого, состоявшийся в 2014 году референдум положил начало новой эпохи национального единства народа с его многовековой историей расцвета, могущества и славы. Плотницкий считает, что достигнутые за это время результаты во всех сферах жизни свидетельствуют о правильности избранного пути и его перспективности. Глубоко убежден, народ Донецкой Народной Республики, переживший немало бед и страданий, заслужил, чтобы над его республикой было мирное небо, а независимость неприкосновенной и незыблемой, подчеркнул Плотницкий. Напоминаем нашим телезрителям, что сегодня, 11 мая, в Донецкой Народной Республике будет действовать сокращенный режим комендантского часа. Согласно распоряжению главы ДНР Александра Захарченко, опубликованном на официальном сайте ДНР, комендантский час в ночь с 11 на 12 мая будет действовать с 2 до 5 часов вместо действующего в другие дни режима с 23 до 5 часов утра. Новый президент Южной Кореи Мун Чже Ин и председатель КНР Си Цзиньпинь договорились работать над улучшением двусторонних отношений и денуклеаризацией полуострова, сообщает агентство Рёнхап, ссылаясь на офис южнокорейского президента. Отмечается, что в четверг 11 мая между Мун Чже Ином и Си Цзиньпинем состоялся телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили пути улучшения отношений между Южной Кореей и Китаем, а также обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся ситуации на Корейском полуострове, заявил представитель южнокорейского лидера. По его словам, телефонные переговоры длились около 40 минут. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил Мун Чже Ина с избранием на пост главы Южной Кореи и пригласил его посетить Вашингтон. Совет Евросоюза по иностранным делам сегодня, 11 мая, рассмотрит вопрос введения безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Шенгенской зоны. В случае положительного итога голосования решение об отмене виз должны будут подписать 15 мая президент Европарламента и представитель председательствующей в ЕС страны Мальты. Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕС и 4 государства-не-члена – Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, а также 4 страны-кандидата на присоединение к Шенгену – Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия. В странах-участницах Шенгенской зоны украинцы смогут находиться не более чем 90 дней в течение полугода. При этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Отметим, что безвизовый режим не дает разрешения на работу. Целью визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников. Напомним, 26 апреля Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза одобрил решение о предоставлении безвизового режима Украине, а 6 апреля за безвиз для Украины проголосовал Европарламент. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган раскритиковал решение американского лидера Дональда Трампа о вооружении сирийских курдов, которые ведут борьбу с террористической организацией «Исламское государство». Об этом турецкий лидер заявил в интервью Foreign Policy. «Я очень надеюсь, что эта ошибка будет немедленно исправлена», – заявил Эрдоган. По его словам, Анкара надеется, что ее союзники предпочтут быть бок о бок с ней, а не с террористическими группировками. По мнению главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, цитата, «любое оружие, поставляемое курдам, представляет опасность для Турции». Отметим, 9 мая Трамп утвердил план по поставкам оружия курдским вооруженным формированиям в Сирии, ведущим борьбу с исламским государством.